Пам-пам. Окей, с вами канал Голд, меня зовут Сергей. Здравствуйте, друзья, товарищи. Это по-прежнему игрушечка под названием This is Police. Вот, это полиция, да, мы продолжаем не играть, у нас расследование, приключения по-полицейски. Так, и у нас корочка, можно кому-нибудь добавить это все дело. Кому мы добавим? Это что? А что это у нас за Алкоголь или что это? Типа он за тот день подрабатывает, да? Тони Дебрита сегодня герой. Он вытащил из реки тонущего сенатора. Улица мэра по рекомендации сенатора решила представить этого офицера к награде. Церемония назначена 27 июля. Будет много жму. Это когда 27-го? Ладно. Я не могу. Ну, деталей-то нету на мне новых. Как я могу открыть это все? Так, мне нужен детектив. Вот это в смену по-моему, да, в смену Ну и все, в принципе. Они могут, конечно, отклонить мой запрос, да, в принципе. Если предполагается, что копам придется арестовать не одного или двух преступников, а целую группу, им может пригодиться автозак. По-настоящему способные сотрудники справятся и без специального транспорта, но большинству полицейских автозак не помешает. Жаль, что полицейского участка нет денег на него. Нету. Где мне его взять? Ну, нет автозака. Где его купить? Надо от чувака отправить вот этого, кстати. Чтоб вот этот отдохнул, мне главное. Тогда будет нормально. Надеюсь, их не убьют. Здание суда. Ага. Надо не забыть. Угу. Генри Сен, дорога. Что? Значит, вести себя на дороге так, чтобы патрульные не смотрели сюда. Норм. Литл. Лесопилка ограждена 3-метровым забором. Ворота заперты изнутри. По ту сторону кто-то кричит. Поспать клубом. Протаранить ворона. Не знаю. Давай так.
Да, все правильно. Ну блин, прикинь, пилой. Это жесть будет. Так. Угу. То есть, нам дали, да, автозак. Прикинь. Шикарно. Это очень хорошо. Вот здание суда. Мы хоть почитаем. Перед началом финального подсудимого хотел писать. Ладно, мы дадим. Ладно, заработаем чуть-чуть, я думаю. Можно, в принципе, легальным, нелегальным путем зарабатывать. Я так понимаю, да? Угу. Угу. Медики приехали на вызов к мужчине, который жаловался на боль в груди. Во время осмотра он внезапно напал на одного из врачей, крича что-то мировым фармацевтом. Понятно. Да, ну ты понял, да. Отправить. Сбежал. Угу. Так. Ресторан уничтожили, произошло ограбление. Так, а теперь что? Да. Officer on scene. Looks like we have a situation here. Да, смекалка. Хоть бы не вернулись, хоть бы сейчас опять... У меня просто нету сейчас ребят, которые могут вообще что-то сейчас предпринять. Это будет печально. Блин. Медленно, конечно. Хранение крадено. Поймали там? Да. Ничего, как на нее. Так, ребят, ну, в принципе, неплохой день у нас, даже шикарный, я считаю. Так, этот на отдых я их отправляю, пусть отдохнут, потому что они просто уставшие, да. Завершаем этот день. Смотрим. День 11, ребят, 25 июля. У нас, получается, допрос сегодня будет. Во Фрибурге может пройти полуфинал молодежной хоккейной лиги. Фрибург заполонили мелкие наркодилеры. Всем сотрудникам мэрии подарили машины для личного пользования. Ехать. Это замечательно, в принципе, на самом-то деле. Мистер Бэт, почему вы отправили полицейских на протест феминисток?
Вот так. Я считаю, это личное дело. Да. In my new role as corrupt official, I had to give up some of my favorite habits. I couldn't turn off my phone when my head ached. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've got to respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't do a backflip, you should be good to make it home. This time I only got up to 60. I was interrupted. Why? You look even better than you do on TV. There's nothing more impolite than approaching people in the alley at the old colony. This is the most private place in the city. All who enter here dirty their shoes with the most elite stream of vomit in Freeburg. This asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all our politicians. Takes a lot of balls to crash the party. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Tracy. Fancy voice, fruit cologne, sassy strut. That's how the newspapers described Vikas Varga, rising star in Freeburg's criminal underworld. He appeared out of nowhere, and with the support of the local punks, Varga broke all the old rules of organized crime. He killed those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible amount of power. He's been called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Not the best time to talk, Mr. Varga. Well, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. And one of them is this. Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Oh, you exaggerate. But is Freeburg always so gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately. I see you already know Freeburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around, but I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers. This city of yours moves so fast. I feel like I'm hooked on amphetamines all over again.
You wake up in the morning full of ideas, and by nightfall, you've all had each other killed. So don't wait too long to call. I don't mind if you're drunk. It's all the more fun. I'll be stoned myself, most likely. Hell, I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this place. I like your city, Jack. I'm here to stay. If it weren't for the phone number written on my arm, I probably wouldn't have remembered the conversation in the morning. But there was no reason to worry. I'd be getting a reminder soon. День 12, ребят. Да. Вот. Православные священники подкупили мэра. Греческий священник возглавит православную церковь Фрибурга. Студенты вызвались помочь фермерам. Давайте поедем на работу. Что это? Что-то у нас много видео сегодня. My morning ritual was plagued by the smell of Vickers Varga's fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vickers was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. So who are you? Today, I'm your driver. And where are we driving? To work. That's it? Yeah, we have to make an important stop along the way. Where? The ranch. What ranch? Just the ranch. Fine. The morning seemed surreal, and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter? As my tight-lipped chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a bad dream, probably lying bloody and concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real, the sound of the engine was real, the dust was real enough too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky. I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I expect good company. I'm surprised my company ranks at all. Today, yes. Today is a special day. So it seems. Do you often go to the old Colony Club, Jack? Every week. Meet any interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby. Do you know anything about my hobbies? Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child. Took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. Well, what talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. But to get that deer, you've got to wait.
to sit in the bushes and stay nice and quiet. Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack, but not like you, oh, Jack. You truly are the master. I don't understand. Oh, come on, Jack. I know about the $500,000. I know your plan. Kendrick told me everything. Needless to say, I'm impressed. While some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly, why you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. But all this time you've held your rifle at the ready. Forgive an old man his imagery, Jack. I've the heart of a poet, I confess. Look, I don't know what was said between you and Kendrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I think I understand everything just fine. And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. What war? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father destroyed that psychopath gangster Maurice Bell when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time has come at last. Tomorrow Vicus Varga declares war, and I'm obliged to answer. So, we're talking about Varga now. I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. An official invitation penned in my own hand and written on some very expensive paper. And can you imagine his reply? A fruit basket. What sense can be made of such a message? I guess it means whatever you want it to. Precisely. I'm late for work, Mr. Sand. You know, Jack, I could just give you $500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack, and I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Just think about our conversation. Think about it, and call me. Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This spotlight I'm under, concerns is all I got. Помочь Викусу Варге, помочь Сэнду, я думаю, да. Мне Сэнд как-то больше импонирует, он вроде как, а этого я не знаю, кто это такой. Сэнды до этого времени нам более-менее помогали, то есть деньгами, и тех я не знаю. Tell him it's Boyd. Угу. Так, ну что, погнали. Так. Угу. Пец. Взяли, урезали ЗП. Тогда надо как-то добывать, наверное. Нужно банде тогда помогать. Наверное, я думаю, так.
Он вроде в нормальном здравии. Угу. Писец. 311B in progress. Угу. А прикинь, ложная тревога будет вообще жестко. Но я думаю, что я правильно сделал, вроде как, и тех двоих. То есть они будут учиться немножко. Асана Цубаки. И Коти Янси. Да нормально должны справиться. Чего они не справятся-то? Какой-то бред, мне кажется. Сейчас проверим. Церкви. Исповедальный зашел бородатый мужчина в шляпе. Через минуту оттуда раздал несколько выстрелов. Потом мужчина спокойно вышел из кабинки, снял что-то, по-моему, он сейчас молится. Погнали. А то с детьми, мне кажется, ложная тревога какая-то. Просто не поделили что-то. Что-то мне так кажется. Угу. Got a situation here. Угу. Норм. 410B complete. Чего? Почему ее убили? А почему ее убили-то? Я не хочу, чтобы ее убивали. Прикинь, ее взяли и убили. Как-то странно. Я не хотел, чтобы ее убивали на самом деле. Да, мы знаем, да. А, да, в смену А. Угу. Угу. То есть другое получается. Угу. Офигеть. 311B in progress. Ashtra. 311 complete. 412A in progress.
progress. We've got a situation here. Успеет, возможно, успеем сейчас. Просто хочется поопытнее, мне кажется, отправить, и будет нормально. Успеваем, успеваем, успеваем. Есть. Так, давай отправим. Покушение на убийство. Линда Говард неразборчиво сообщила, что после визита к стоматологу ей парализовал лицо. Этот монстр... Не, это бред. Это ложная тревога. Это не покушение на убийство, я считаю. То есть, это просто анестезия. Это бред. Я не буду туда людей отправлять. Это ложная тревога. Ну, блин, ну сам подумай. Ну вот. Просто анестезия, не менее, то есть обычная, классическая, ничего такого. Надеюсь, никого не убили. Нет, не убили. Ух. Продать. Да. Я считаю, ложная тревога. Я же сказал. Ну, сам подумай. Ну, блин. Просто она запереживала, запаниковала. Вот и все. Как-то так. Все мы вернулись, я доволен, то, что никто не погиб. Это, в принципе, теракт. Офигеть. Можно было внимание на черную сумку, которая пролежала на скамейке пару часов без присмотра. Давай на всякий пожарный отправим. Чтобы не взорвалась. Ну лучше вообще аккуратненько, саперы, по идее, какие-то должны быть, не? Бо это может быть оказаться проблемой большой. Замечательно. Ну, смысл, зачем открывать сумку, вдруг она сдетонирует? Логично, нет? Изолировать надо место, то есть чтобы людей там не было. И потом вызвать саперов, и будет нормально все. Смотря какая зона. В принципе, неплохо, мне понравилось. Блин, а у нас вот этот вот парень, он ну как-то не отдыхающий. День 13, да. Кукурузный монумент снесут до конца лета. Администрация города профинансирует фестиваль танцев. Кендрик не займет место Джека Бойда. Так, давайте сделаем небольшую паузу. Увидимся совсем скоро. Понравилось видео? Поставь лайк. Оставь комментарий.